Меня зовут Неонила, я тренер, открываю в людях их потенциал, а также учу управлять своими эмоциями. Я долгое время жила на две страны, Россия и Украина, а сейчас я живу в Сочи. В 2014 году до последнего надеялась, что второй Майдан пройдет, как и первый Майдан, бескровно. Первый звоночек был, когда вот стрелки начали стрелять из крыш. Второй звоночек – это когда мы точно уже знали, что в Луганске война, поэтому было принято решение уезжать из Украины. Україна – це Європа! Сыграли, конечно, они на людских чувствах, поманили Украину заманчивой Европой. И все время эта идея подселялась в умы людей, постепенно подселялась. И я понимаю, что это результат пропаганды многолетней причем. Это не в момент происходит, это надо долго-долго людям потихонечку с разных сторон, то там, то сказали, то это сказали, сформировать такое отношение, как вот у детей в школах формировали. Я понимаю, что если бы я осталась на Украине, то мой сын точно так же, как и сын моей сестры, ненавидел бы Россию и сейчас, скорее всего, где-то там воевал против. Виктория Нуланд чаще других мировых политиков приезжает в Украину. Буквально за день до того, как была обнародована аудиозапись, она встречалась с украинской оппозицией. На фото все четверо выглядят счастливыми. Но, как оказалось, Яценюк Госдепу нравится, Кличко не очень, с Тягнебоком вообще не знают, что делать. Я думаю, Яценюк – человек, который нам подходит. Он имеет опыт в экономических вопросах, в вопросах управления. Ему надо, чтобы Кличко и Тягнебок оставались снаружи. Мысли о том, что это Америка, пришли сразу, было понятно. Ну, то есть любому хоть немножко логически мыслящему человеку было понятно, что России невыгодно эскалировать, ну, то есть делать эскалацию. Наоборот, выгодно было успокоить людей, чтобы все разошлись и оставить то правительство, которое было. А выгодно было это Америке. Я видела, что идет противостояние, при том, что я не особо политизированный человек. Вот. Но даже у меня хватило понимания, что в данном случае это зашла Америка. Меня не просто обманули, меня цинично обманули, но не меня обманули, обманули весь украинский народ. И в такой ситуации я бы хотел услышать ответ от тех подписантов, которые фактически выступали гарантами. Та власть, которая там сейчас, она пришла незаконно. Поэтому она не имела права там командовать. Я так считаю. Когда мы уезжали из Украины, я не очень хорошо понимала, что там произошло и от чего я спасаю детей. Но сейчас я понимаю, я спасла их от того, чтобы им не переформатировали мозги, как это сделали с украинцами. У них забрали их корни и таким образом обрезали их генетическую память и забрали их силу. Американцы просто отрабатывают свои технологии современные. Я теперь тренер, и я понимаю, как это делается и что именно сделали с украинцами. То же самое пытались сделать и с русскими, когда прививали нам нелюбовь к своим предкам. В последнее время у нас было принято все время ругать Россию, вот, и хвалить Запад. Потому что Запад хороший, на Западе демократия, на Западе там то-сё. И нам очень много чего рассказывали. Многие, кстати, повелись на это, и многие влюбились в этот Запад. И многие сейчас говорили, что мне стыдно, что я русский. И
это уже признак того, что они уже потеряли свои корни, понимаете? И у такого человека нет основы. В Росії немає нічого хорошого. Через росіяни радянські усті ми страждаємо. Наші українці страждають. Ці люди фашисти. Вони винищують нас і нашу культуру. Не піддавайтесь на провокації. Вірити їм не можна. Зараз соромно бути росіянином. Щоб я від вас більше такого не чула, що ви росіяни. Отже, сторінка 38 відкриваємо підручник. Приходь. Мой сын как-то пришел из школы и говорит: мама, а почему Россия такая плохая? Я говорю: в смысле плохая? Ну, учительница сказала, что устроили геноцид на Украине, голодомор, что Россия оккупировала Украину. Почему Россия такая плохая? Я говорю: ну, в смысле плохая? Россия неплохая, но сразу же найти такие же весомые аргументы против вот того, что сказал учитель, это очень сложно, потому что авторитетный же человек говорит, основываясь как бы, ну, мы привыкли учителям верить даже больше, чем родителям. Попыталась, конечно, развеять это мнение, но вот ему пытались тогда уже подселить такую идею. И на сегодняшний день он понимает уже все по-другому, но он понимает, как сформировали ненависть у его брата к России, который стал потом впоследствии азовцем. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Росіяни є нацією приреченою на вимирання, нацією алкоголіків, бомжів, наркоманів і таких недолюдей. Цю статтю написав наш політолог Нестеренко, вона написана в такій доволі цікавій, доволі простій формі, і ця стаття, до речі, що немаловажно, вона написана саме російською мовою для того, щоб ви краще розуміли, про що тут йдеться в цій статті. Мне, как и всем, хочется, чтобы все побыстрее закончилось, но в то же время я понимаю, что нам нельзя остановиться на полпути. Нам нужно идти до конца и забрать Украину полностью. Я лично очень переживаю, когда слышу рассуждения, а где будут границы Украины, а нужно ли забирать Киев или Винницу. У меня просто, я очень волнуюсь в такой момент, потому что это моя земля, и я хочу, чтобы ее вернули обратно в родную семью. Нам, русским, чтобы победить, не нужно повышать градус эмоций. Нас пытаются раскачать на эти эмоции, но нам нужно просто четко видеть цель и опираться на внутреннюю силу. Просто знать, что мы в любом случае победим. Я знаю, что вы все знаете это. Я просто напоминаю, что самое важное. Не нужно колебаться эмоционально. И тем, кто разжигает эмоции, даже наши иногда это делают, понимайте, что это не на пользу нашему народу и силе нашего народа. Нам нужно просто быть уверенными в нашей победе. И этого достаточно для того, чтобы мы победили. Український народ і вся Україна вступаємо в іншу історичну епоху. І ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави. А українського демократичного світу з авторитарным русским миром. Прощай, немытая Россия. Когда тебе говорят, ты начинаешь в это верить. Через время ты начинаешь в это верить. Это так работает человеческий мозг, и им не дают ничего другого. Вот. Но так как у них корни вместе с Россией, и им дали ложную основу, они не могут быть крепкими. Поэтому им не выиграть в этой войне. Потому что борются они со своей генетикой, можно сказать. Они должны быть вместе с нами. Сейчас воевать против Запада. Вот это было бы очень гармонично, и все как надо, и они чувствовали бы эту силу от корней. Но они ее не чувствуют. У них есть сила ненависти.
которую им дали. Это ложная основа. На этом долго не выиграешь, далеко не уедешь. И чем быстрее украинцы придут в себя и станут вместе с нами, скажем так, против Запада, тем лучше для всех нас. И Украине будет хорошо, и жить вам будет лучше. Вместе с Россией, это украинцам. А для тех, кто сейчас на стороне России и хочет победить, нам нужно просто верить и знать, это есть. У нас это генетически есть, это так просто не отнимешь. Нам наши предки передали это ощущение. Они чувствовали, что такое быть победителем. Мы жили с такими людьми, мы знали наших дедов. Они были победителями. Вот так это и ощущается. Сейчас мы это переживаем. Фокус на победе. Что бы ни сбивало, что бы эмоционально не подкашивало. Фокус всегда на победу, на ощущение силы, уверенности в победе. Для того, чтобы твердо стоять на ногах, нам нужны наши корни, чтобы на них опереться. Но для того, чтобы идти в будущее, нам нужны крылья. И для того, чтобы это будущее было счастливым, благополучным, нам нужно связать наши корни с крыльями. И только тогда мы сможем уйти и построить это благополучное будущее. И полет наш будет прекрасен, и будущее будет прекрасно.